Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Всем вам шлем здравия, мира и добра. И из своего сердца посылаем каждому жителю на земле свет божественной любви. Я есмь приемник божественной любви, я есмь передатчик божественной любви всему сущему в земле и на земле и во вселенной. Да будет так и есть. Сегодня у нас очень важная тема. Это тема агрогороскоп садовода на апрель 2022 года. Давайте подробнее рассмотрим его для того, чтобы мы с вами сумели в мире посадить, вырастить прекрасный райский сад, который обязательно будет на земле будущего. И это все в наших силах. Вот он у нас агрогороскоп. Время киевское, оно соответствует московскому. Легко будет определить время работ своего региона. И еще хочу сказать, что вот эти точные границы, не соблюдайте их всегда точно, потому что всегда при переходе Луны из одного знака в другой, например, вот в этот момент, здесь уже работать будут энергии еще с предыдущего знака, и вот эти энергии уже следующие будут еще 3 градуса, то есть 6 часов будут работать вот на этот знак. Поэтому не цепляйтесь никогда к точному времени, старайтесь вот эту границу не соблюдать. Чем больше в середину продуктивного знака, тем лучше у вас получится результат. Ну и начинается у нас агрогороскоп на апрель месяц для садоводов. В новолуние прямо в Овне, это 1 апреля. 2 апреля тоже в Овне, это время Гекаты. Вечером Луна перейдет в знак Телец 19:51. И уже утром 3-го время Гекаты завершится в 9 часов 24 минуты. Что здесь актуально? А это актуально те вопросы, которые касаются обрезки садовых растений. В новолуние, в знаке стихии огня, в знаке стихии земли или воздуха можно заниматься обрезкой растений. В это время минимальный поток энергии, минимальный поток всех вод, питательных веществ в веточке. Все находится у корней. Поэтому вот этот момент 1, 2 и даже 3, еще 4 можно использовать для обрезки сада. И все, вот этот период 4 дня, затем я вам более подробно расскажу, начнется вот здесь время обрезки в конце месяца. Поэтому себе запланируйте, но еще будет у нас возможность весь месяц скопировать, сделать себе копию. Давайте будем дальше рассматривать по порядку. Итак, 3-го можно уже после 10 часов в Тельце растущая Луна. И 4-го все 24 часа, 5-го нет, у нас там время как раз перехода, Луна без курса. Поэтому вот, пожалуйста, планируйте 3-го после 10 часов, чем позже, тем лучше, можно 11 часов брать. И 4-го все 24 часа. Можно в это время высаживать саженцы любых садовых растений. Прекрасно приживаются, и потом замечательный урожай, и долго эти растения растут. В это время можно высаживать отводки. Это и виноградные, и другие лианы, растения. Можно вот в это время высаживать их, прикапывать, и хорошо все получится. Также в это время можно укоренять черенки. И для любых садовых, конечно, растений. А также в это время хорошо проводить прививки, перепрививки, обрезку мы уже рассмотрели, поливы, подкормки, а также профилактические опрыскивания растений. Вот это можно будет делать в эти дни. Далее 5 и 6 и 7 частично – это время нахождения растущей Луны в знаке Близнецы. Что можно в Близнецах? Это время стихии воздуха. Естественно, можно проводить профилактическое опрыскивание, выкорчевку пней, но не обрезку уже, прошу обратить внимание. Я вот еще раз обязательно вам вот эти значки, специальные стрелочки нарисовала для того, чтобы вы не испортили свои растения. Это уже растущая Луна, и причем уже серьезно растущая Луна. В это время все соки уже направлены вверх к веточкам, все питательные вещества, поэтому обрезка будет очень плачевна для растений.
Для северных регионов будет актуальным раскрытие уже теплолюбивых растений, а также уборка сада, подготовка сада к новому сезону. Вот эти все работы можно будет делать вот 5, 6 и 7. Ну а 7 уже вечером, 18:31, Луна перейдет в знак Рак. Вечером практически ничего не делаем. И только уже 8, когда уже чистая энергия будет в знаке Рак, смотрю, сразу же хочу предупредить, что 9 эта энергия будет стрессовая, день стрессовый 9, очень сложные дни, вот эти переходные, я и по себе ощущаю, и по растениям, они уже проверены, поэтому 9 мы ничего не делаем, кроме поливов. А вот здесь, смотрите, 8, что можно делать: прививки, поливы и профилактическое опрыскивание. Идем дальше. Переход Луны из знака Рак в знак Лев. Растущая Луна. Уже вторая фаза начинается 10, 11 во Льве и 12 будет находиться до вечера, до момента перехода в знак Девы 17:09. Что во Льве можно сделать? Можно раскрывать теплолюбивые растения, убирать сад, профилактические опрыскивания садовых растений и возможны прививки. Но очень быстро приготавливайте все, очень быстро делайте. Это знак стихии огня. Прививки нужно делать очень быстро и аккуратно. Далее наступает очень хороший период перед сожженным путем полнолуния 13 и 14. Это снова же черенки и укоренение. Кстати, очень хорошо посадку отводков декоративных растений, тех же различных, не только декоративных, лиан, ягодников тоже можно делать. И подкормки, поливы. Это дни стихии земли и это дни корня. Это можно сделать 13 и 14. Смотрите, 14 переход Луны в 23:47. Поэтому все поливы постарайтесь провести до 15, до 16 часов для того, чтобы вода успела усвоиться растениями. А далее уже в весах будет Луна находиться и 15, и 16. Кстати, 16 апреля полнолуние в весах. И далее тоже такие же энергии сожженного пути полнолуния очень тяжелые будут, как всегда полнолуние 17 и 18. Но не весь день 18, вечером будет полегче уже. Сожженный путь полнолуния будет находиться в знаке Весов и Скорпиона. Поэтому в весах не поливаем, а во время Скорпиона можно провести при необходимости полив растений садовых. И уже 19 уже утром будет переход Луны из знака Скорпион в знак Стрелец. Что здесь можно делать 19 и 20 в Стрельце? Раскрытие теплолюбивых растений, а также возможно проводить прививки. Снова же очень быстро делаем и очень аккуратно. 21 апреля Луна перейдет из знака Стрелец в знак Козерог утром в 6:52. Но что, снова же хочу предупредить, никогда на границе никаких дел, связанных с посадкой, с прививками, с пересадкой, с укоренением, пожалуйста, это не делайте. Вот этот период как раз 21-22 начинается, смотрите, время обрезки садовых растений. Не спешите, пожалуйста, в апреле, прямо в середине месяца, или вот в начале можно проводить обрезку. Я вам уже показывала, что апрель месяц очень сложный будет, вторая половина, особенно последняя декада. Будут различные такие осадки в виде дождя, снега, и это очень нехорошо будет отражаться на растениях. И может быть холод, возвращение холода. До мая месяца вот такая ситуация, поэтому только вот уже в конце месяца можно будет заняться обрезками садовых растений. Вот я, видите, делаю вот такие значки специально для вас. Итак, это начинается время обрезки 21-22. 23-го даже во время перехода Луны из 3 в 4 фазы тоже можно заниматься обрезкой, и 24-го. Но давайте мы вернемся, еще раз рассмотрим, у нас 2 дня, 21-22 апреля. Здесь очень много хороших дел можно сделать для сада.
Во-первых, можно, кроме обрезки, высаживать саженцы садовых растений, абсолютно любые. Это и ягодники, и плодовые, и ягод, все, и декоративные растения. Практически все садовые растения высаживайте в это время. Далее, укоренение черенков. Можно здесь же тоже отводки укоренять. Очень хорошее время. Прививки проводите, поливы, подкормки. Практически все виды работ садовых в Козероге приветствуются, и Козерог покровительствует этим садовым работам. Вот еще раз, видите, как внимательно нужно себе запланировать вот эти все обрезки. Не бойтесь, не делайте заранее обрезки. Вот эти различные осадки занесут в ваши обрезанные растения не очень-то хорошие и инфекции, и вирусы, все, что хотите. И ваши растения, если вы раньше это будете делать, просто-напросто начнут болеть и затем погибнут. А вот это завершение месяца уже более-менее будет нормально, потому что растения сейчас направили все свои силы. Вот 4-я фаза уже, конец 3-й, 4-я фаза, все силы направлены на корневую систему. Растения не направляют в это время воду, питательные вещества на веточки, даже несмотря на то, что это время уже весны. То 23-го переход Луны из знака Козерог в Водолей, поливать нельзя, но обрезаем. 24-го обрезка садовых растений, выкорчевка пней. Это вот такое важное дело можно провести. И здесь далее хочу обратить ваше внимание на такие работы. Вот Водолей завершается до обеда. Постарайтесь рано утром, если еще нужно какие-то обрезки делать. Но я бы это не делала, потому что далее начинается время стихии воды. Луна будет находиться убывающая в знаке Рыбы. Это будет 25-го после 13 часов, 26-го и 27-го практически до вечера, до 19 часов. И в это время никаких обрезок не делайте. Пожалуйста, не уничтожайте свои растения с помощью вот этого. Сейчас вот эти влажные дожди, туманы, все это будет переноситься. Большое количество грибков, вирусов, и растения будут заболевать. И их потом уже трудно будет, практически невозможно вытянуть из этого состояния. Но зато уже, смотрите, можете, видите, сколько стрелочек, конец месяца, 29-го в Овне, весь день можно. Несмотря на то, что Геката, но Геката выпадает на время стихии огня и стихии земли. Поэтому и 28, 29 и 30 новолуние, здесь можно заниматься обрезкой растений. Практически ничего другого нельзя делать, ни посадки, ни прививки, а вот обрезку садовых растений можете провести. Ну вот теперь есть возможность сделать скрин всего месяца апреля. Еще раз, видите, вот у нас период, когда можно будет обрезать в начале месяца и в завершении месяца будут эти дни. Ну что ж, сегодняшний выпуск, как всегда, подготовили Раиса Греченко и Александр Волик. Мы прощаемся с вами. Желаем вам здравия еще раз. Пусть ваши сады будут красивые, пусть ваши растения радуют вас. Пусть эти сады будут под мирным, ярким, светлым, голубым небом. Всем вам всего самого доброго. Ну и до новых встреч на нашем канале. Пока-пока.